Холодный бетон, сырость и въедливый запах страха. Таким был этот приют на самой окраине промышленной зоны города. Место, где время будто застыло в бесконечном ожидании. Вообще, существование подобных организаций — это настоящее спасение в нашем непростом мире. Хочется выразить огромную, искреннюю благодарность тем неравнодушным людям, волонтерам и активистам, благодаря которым в нашей стране есть хоть какая-то отдушина для брошенных, покалеченных и забытых душ. Они делают воистину великое, святое дело, отдавая свои силы и время тем, кто не может попросить о помощи сам. Но, к великому сожалению, в этой теме всегда есть одно очень болезненное «но». Существуют приюты, которые лишь числятся таковыми на бумаге, но на деле не обеспечивают животных даже минимальными нормальными условиями для существования. Там нет финансирования, теплых подстилок, медикаментов и регулярного выгула. Местная администрация относится к подопечным как к безликому обузу, а условия жизни сложно назвать даже базовыми. Питомцы таких мест отродясь не знают ласкового слова, а из еды видят только дешевую пустую кашу раз в день. В таких условиях животные быстро ломаются и физически, и ментально. Большая часть собак в таких стенах постепенно смиряется со своей святой отчужденностью. Они тихо ждут того самого счастливого момента, когда их заметит случайный прохожий и заберет домой. Они сидят в глубине темных вольеров, положив морды на израненные лапы, и лишь тихо вздыхают, пропуская редких гостей. Они просто верят, что когда-нибудь этот ад закончится. Но встречались и совсем другие. Те, кто не желал сдаваться тихой безнадёге. Те, кто любыми способами пытался привлечь к себе внимание, грыз прутья, громко лаял, вставал на задние лапы, выбивал у судьбы шансы, увеличивая их вдвое. Именно к этой редкой, отчаянной и невероятно сильной категории относится пес по кличке Рэй. Рэй был крупным, но сильно истощенным дворовым псом. Из-за висячих ушей и глубокого осмысленного взгляда он казался старше своих лет. До того, как попасть в стены приюта, Рэй уже успел узнать, насколько жестоким и беспощадным может быть человек. Его прошлый хозяин был человеком с тяжелым характером и пагубной зависимостью от алкоголя. Он считал, что собака в доме нужна только для того, чтобы срывать на ней накопившуюся злость и злобу на весь мир. Рэй до сих пор помнит тусклый свет прихожей, тяжелый запах перегара и свист кожаного ремня. Пса регулярно избивали за любую мелкую провинность, морили голодом по несколько дней подряд, а вместо чистой воды в миске ему доставались лишь грубые пинки тяжелыми ботинками. А потом, когда пес окончательно ослаб, исхудал и стал неинтересен, хозяин просто выставил его за дверь в жестокий январский мороз, словно ненужную, изношенную вещь. Любое другое животное после такого жестокого предательства навсегда затаило бы глухую ненависть или смертельный панический страх перед человеком. Но Рэй был устроен совершенно иначе. В его груди билось невероятно чуткое, светлое и великодушное сердце. Он не потерял веру в людей. Оказавшись на улице, а затем в стенах этого хмурого приюта, он не озлобился на мир. Он просто отчаянно всем своим существом нуждался в человеческой ласке, тепле, добром взгляде и простом, тихом «хороший мальчик». Рэй прожил в приюте ровно год. 365 бесконечных дней в тесной вольерной сетке, где вместо пола холодная плитка, а за тонкой стеной постоянный скулёж и лай таких же несчастных братьев по несчастью. Для многих собак этот срок становился приговором. Они уходили в себя, переставали подходить к решетке и постепенно угасали. Но Рэй отказался сдаваться. Чтобы обрести долгожданную семью, он делал абсолютно все, что было в его силах. На протяжении всего этого длинного года он выработал свой особый ритуал. Как только в длинном темном коридоре между вольерами раздавались чьи-то шаги, Рэй не лаял отчаянно и не прыгал на сетку, как остальные. Он тихо подходил вплотную к решетке, садился,
аккуратно поднимал правую лапу и с трепетом просовывал ее сквозь узкие железные прутья. Пес буквально тянулся к каждому проходящему человеку, заглядывая прямо в глаза и словно умоляя без слов: «Пожалуйста, не проходи мимо, посмотри на меня, я здесь, я буду самым преданным другом на свете». Люди проходили. Кто-то искал породистых или маленьких щенков, кто-то пугался его внушительных размеров и шрамов, а кто-то просто спешил дальше, не замечая этот тихий, полный глубокой мольбы жест. Сотни людей видели эту протянутую лапу, сотни людей равнодушно шли мимо. Но Рэй не опускал ее. Каждый день, несмотря на усталость, судороги в лапе и разочарование, он снова и снова вставал у решетки и ждал. Упорство Рэя и его неиссякаемая вера в человеческое добро просто не могли не принести своих плодов. И этот судьбоносный день, наконец, настал. В один из сырых, промозглых осенних дней в приют пришел мужчина по имени Джером. Он вовсе не планировал заводить большую собаку, просто приехал привезти закупленный за свой счет корм, теплые бланкетс и посмотреть, чем еще он может помочь волонтерам. Джером медленно шел по темному неуютному коридору, и его сердце сжималось от тяжелой жалости к обитателям этого места. И вдруг, проходя мимо одного из самых дальних и темных вольеров, Джером почувствовал на себе чей-то невероятно пристальный, тяжелый и теплый взгляд. Мужчина остановился. Из-за железных прутьев на него смотрели огромные, умные глаза цвета гречишного меда. А снизу, из самого узкого проема сетки у самого пола, высунулась худощавая, исцарапанная, но такая трогательная собачья лапа. Рэй замер, боясь шелохнуться, и смотрел на человека с надеждой, в которой смешались все 365 дней его ожидания. Джером не прошел мимо. Что-то ёкчнуло у него в груди. Он сделал шаг назад, сбросил на пол тяжелый рюкзак, присел на корточки прямо на грязный бетонный пол коридора и протянул свою открытую ладонь в ответ. Пес моментально положил свою лапу в большую ладонь человека, а затем аккуратно уткнулся мокрым носом в его пальцы и тихо, едва слышно, но так облегченно заскулил. В этот самый миг между ними проскочила та редкая, невидимая искра, которая бывает только при встрече настоящих, предназначенных судьбой друзей. Джером посмотрел в глаза Рэю и понял: без этой собаки он отсюда уже не уйдет ни за что на свете. Оформление документов и прохождение всех бюрократических процедур заняло некоторое время, но для Рэя это были самые счастливые минуты ожидания в жизни. Он видел, как Джером заполняет бумаги, и не сводил с него глаз. Когда работник приюта с грохотом отодвинул засов клетки, пес даже не сразу поверил в происходящее. Но, увидав Джерома с поводком в руках, он выскочил наружу и впервые за целый год радостно, звонко и освобожденно залаял на весь приют. Дома Рэя ждал совершенно другой мир. Чистая, мягкая подстилка, всегда полные миски с вкусной едой, тишина, безопасность. И самое главное — бесконечные загривочные почесывания, о которых он так долго мечтал в холодном вольере. Первые несколько недель пес все еще боялся, что все происходящее — лишь прекрасный сон, который вот-вот оборвется прикосновением холодного бетона. Он ходил за Джеромом по пятам из комнаты в комнату, словно преданная тень. И каждый раз, когда хозяин садился на диван, чтобы почитать книгу, или усаживался за рабочий стол, Рэй тихо подходил, аккуратно клал свою правую лапу ему на колено, смотрел снизу вверх и замирал, проверяя, здесь ли его человек, на месте ли его счастье. Спустя месяц Джером сидел вечером на ковре в гостиной. Рэй сладко сопел рядом, положив тяжелую голову ему на ноги и доверчиво подставив брюхо для поглаживаний. Мужчина тихо гладил густую шерсть своего нового друга и не мог сдержать эмоций.
Джером позже признался своим близким друзьям, что до сих пор так и не смог понять одну простую вещь. Как люди могли целый год ежедневно проходить мимо клетки этой удивительной, умнейшей собаки? Как можно было не разглядеть за этой протянутой сквозь железные прутья лапой такое огромное, когда-то предательски раненое, но все еще бесконечно преданное, прощающее и любящее сердце? Теперь прошлые страдания, голод и холодный бетон остались для Рэя лишь далеким кошмарным сном. Он наконец-то обрел то, ради чего каждый день протягивал свою лапу навстречу неизвестности. Настоящую, долгую, безопасную и самую любящую семью.